Я всегда с самого детства недоумевал, почему исчезли дирижабли. В начале прошлого века мир стоял перед двумя путями развития – самолетами и дирижаблями. Причем дирижабли были и есть более перспективной ветвью. Почему? 1. Комфорт. Первое и самое приятное для пассажира – они обеспечивают комфорт. Ваша каюта может быть минимум, как на круизном лайнере, и все удобства соответствующего уровня. 2. Грузоподъемность и дальность полета. Дирижабль может взять на борт больше пассажиров, чем самолет. Либо колоссальное количество грузов. Опять же, представьте себе круизный лайнер, в воздухе 3-4 тысячи пассажиров на борту. 3. Высочайшая надежность и безопасность. Если используется гелий, вариант теплового дирижабля, либо комбинированные, имеют свои преимущества, безопасность значительно выше, чем у самолетов и вертолетов на порядок. Даже в самых крупных катастрофах дирижабли показали высокую выживаемость людей. 4. Экономичность. Значительно меньший расход топлива, как следствие ниже стоимость полета из расчета пассажира-километр, либо на единицу массы перевозимого груза. 5. Неограниченное время нахождения в воздухе. 6. Не нужна аэродромная инфраструктура и посадочная полоса. Он может вообще не приземляться, а просто зависнуть над землей. Скептики заявляют, что у дирижабля масса недостатков, к примеру, он медленно летит. Это ложь. Сейчас возможно строить стратосферные дирижабли, которые будут подниматься на высоту в 20-30 километрах и там лететь со скоростью более 1000 километров в час. Благодаря разряженной атмосфере на большой высоте размеры и форма не важны. Кроме того, те, кто будет лететь на дирижабле, могут плыть, как на корабле с относительно небольшой скоростью в воздушном круизе. В этом случае высокая скорость и выход в стратосферу вообще не нужны. Напомню, что в 1936 году дирижабли летали со скоростью до 150 км в час. Заявляют о плохой маневренности. Вновь ложь. Современному дирижаблю нет необходимости быть баллоном с гондолой. Как в начале 20 века, можно придать любую идеально подходящую форму, чтобы обеспечить и маневренность, и обтекаемость. Высадку пассажиров можно обеспечить при помощи причальной мачты, зависания самого аппарата над землей, либо при помощи спускаемого лифта дирижабля, либо вертолетами прямо с борта. Аппарат аэродинамической формы, оснащенный реактивными двигателями, как минимум не хуже самолета, будет вести себя при полете и посадке. На самом деле гораздо лучше, говорят о очень больших ангарах. Да уж не намного. Больше сухого дока, куда влезет круизный лайнер. И главное, когда вещь штучная, она дорогая, когда их десятки, цена изделия падает в разы. Потому, когда говорят о стоимости обслуживания, это просто смешно. Будет сотни таких дирижаблей, они будут стоить дешевле современных Боингов. Обслуживание будет также доступным. Но есть одно большое «но». 63 марта 1936 года была окончена постройка самого большого воздушного корабля категории «Цепелин» Элс 129 Гинденбург, 245 метров в длину и максимальным диаметром 41,2 метра. 200 кубометров газа в баллонах. Оснащенный 4 дизельными двигателями Daimler-Benz максимальной мощностью 1200 литров С. Каждый, способный поднять в воздух до 100 тонн полезной нагрузки, дирижабль развивал скорость до 135 км в час, 150 при попутном ветре. Для того времени это были очень высокие показатели, американцы отказалось продать Германии гелий для наполнения дирижабля, а немцы на тот момент не обладали необходимой технологией для собственного производства этого газа. В итоге дирижабль был наполнен водородом, достаточно опасным в смеси с воздухом газом, а с другой стороны до сих пор окончательно не опровергнута версия о бомбе. Далее 6 мая 1937 года. В 18 часов 25 минут дирижабль «Гинденбург» после трансатлантического перелета прибывает из Германии в Соединенные Штаты. Многие помнят трагедию дирижабля «Гинденбург». Это регулярное рейсовое сообщение. Он заходит на посадку на военно-морскую базу Лейкхёрст в Нью-Джерси. Внезапный толчок потрясает воздушный корабль. Изнутри вырываются языки пламени.
спустя 32 секунды обгоревшие обломки падают вниз. Погибли 35 из 97 пассажиров и членов экипажа, еще один сотрудник погиб на земле. После этого прошла рекламная кампания о опасности дирижаблей. На дирижаблях был поставлен жирный крест, и их место заняли самолеты, конкуренты были уничтожены. А вот тут мы подходим к главному, к злобному оскалу капитализма. Смеетесь? А зря, в нашем мире все давно поделено. Кто, где и чем занимается. Каких-нибудь 5 десятков семей держат в руках нити к управлению большей частью этого мира. Что-то новое. А оно нам надо? Нет. Они не считают нужным менять то, что отлажено и работает. Речь идет о авиаперевозках, как минимум трансатлантических, а скорее всего к вытеснению в определенные ниши всей авиации как таковой. Да за эти деньги, не моргнув глазом, можно устроить третью. Мировую не то что уничтожить изобретателей или стереть компанию, которая попытается выйти на рынок со своими дирижаблями. Но даже это делать нет необходимости. Самый простой ответ – не будем вкладываться в развитие дирижаблестроения. Мы просто купим ваши патенты, и все, на этом дело кончено. Патенты и сам капиталистический строй тормозят развитие человечества. Но не нужны, в основной своей массе, изобретения. Бизнес ничего личного. В отличие от других дирижаблей, Л-129 был двухпалубным. Для улучшения аэродинамики пассажирская гондола располагалась внутри внешнего корпуса. Экипаж воздушного судна состоял из 50-60 человек, для которых были предусмотрены 54 отдельных спальных места. Каюты экипажа были размещены не в гондоле, а внутри корпуса дирижабля. Для пассажиров были предусмотрены 25 двухместных спальных кают, но потом число кроватей было увеличено до 72 и появились одноместные. На нижней палубе располагались туалеты, душевые кабинки, электрическая кухня с лифтом для подачи готовых блюд на верхнюю палубу, столовая для экипажа, бар и салон для курильщиков, в котором была единственная зажигалка на борту. Перед посадкой в целях безопасности пассажиры и члены экипажа были обязаны сдавать спички, зажигалки и прочие огнеопасные устройства. Салон для курильщиков был оборудован специальной вентиляционной системой, которая создавала внутри избыточное давление во избежание проникновения внутрь водорода в случае его утечки, а вход внутрь салона осуществлялся через шлюз. Вдоль борта гондолы были оборудованы панорамные окна, через которые можно было наблюдать землю. Оснащение кают скромное, кроме коек внутри, складывающийся умывальник с теплой и холодной водой, зеркало, шкафчик для одежды, небольшой столик и кнопка вызова персонала. Пассажиры, обычно, проводили все время в общественных помещениях гондолы, дегустировали разнообразные блюда и напитки, танцевали, развлекались, общались, читали книги, а каюты использовали только для сна. Многие до сих пор уверены, что мы не пользуемся дирижаблями из-за катастрофы Гинденбурга, во время которой погибло 36 человек. А какой был аппарат? Цепелин. Через Атлантику летал, скорость развивал до 135 км в час. Билет на такой рейс стоил немыслимые в те времена $400. Тогда в США новый автомобиль среднего класса стоил $600. Экипаж – 61 человек, 36 пассажиров. Нет, цифры совпали. Случайно, в водородном пожаре тогда погибли не только пассажиры. Но ведь теперь-то у нас есть гелий, не горючий газ. Что не так с дирижаблями? Миллионы на воздух, постройка воздушного корабля – дорогое дело. Большой жесткий дирижабль типа Гинденбурга обходился в сумму от 25 до 63 миллионов долларов в пересчете на нынешние деньги. Недаром в мире таких монстров построили всего 17 штук, а самолет. Например, Boeing 737 гораздо дороже – 90 миллионов долларов. Но в него и помещается до 189 пассажиров, а не 36 или 50 по некоторым данным. А скорость он развивает до 946 км в час. Да, были дирижабли и подешевле, полужесткой конструкции, типа Италии. Стоили они в пересчете на актуальные доллары 6 миллионов. Но и пассажиров могли взять человек 10, 16, а разгонялись до 90 км в час.
В общем, с точки зрения начальных вложений самолет получается не в пример интереснее. А дальше все еще хуже. Известно, что стоимость летного часа СССР в 6 самого большого советского дирижабля составляла 3000 рублей. Сюда входит водород, при снижении его приходится стравливать, да и через швы некоторое количество уходит горючее, оплата труда экипажа, стартовой и причальной команд, и не только. Автор книги «900 часов неба» Алексей Белокрыс подсчитал, что при таких расходах билет на дирижабль от Москвы до Свердловска, ныне Екатеринбург, в 1937 году обошелся бы пассажиру в 4500 рублей. Билет на самолет по такому же маршруту стоил 200 рублей. Причем на дирижабле такой перелет занял бы сутки, а на самолете в то время 9 часов с учетом промежуточных посадок на дозаправку. Дирижабли СР земле для дирижаблей требовалась инфраструктура. В СССР успели построить только одну причальную мачту в Свердловске. Ее высота составляла около 45 метров, масса 45 тонн. Это была самая высокая причальная мачта в Европе. Конструкция ее подразумевала наличие лифта, а также магистралей для газа, воды, масла и бензина. Планировали построить также эллинг, ангар для строения дирижаблей, здание для радиорубки и метеослужбы, мастерскую для добычи водорода, бензохранилище, аэровокзал. Но поставили к 1937 году только каркас мачты, внутрь которого из-за ошибки проектирования так и не смогли поместить лифт. А потом вообще кончились деньги, Аэрофлоту не хватало финансирования на авиационные проекты. В среде профессионалов сооружение в Свердловске получило прозвище «печальная мачта». Капиталисты сдулись первыми. Так что идея простоты эксплуатации дирижаблей – тоже иллюзия. В СССР их, кстати, в итоге сажали на красноармейцев, привлекали несколько десятков солдат, которые ловили причальные канаты и притягивали воздушный корабль к земле. Ну а когда в феврале 1938 года самый большой советский дирижабль СССР в 6 разбился о сопку на Кольском полуострове, работы по строительству летательных аппаратов легче воздуха закрыли и в нашей стране. По правде сказать, основным аргументом отечественных энтузиастов дирижаблестроения всегда была идея «докажем капиталистам с их цепелинами, что мы круче». А после того, как те сдулись, руководство страны с облегчением прикрыло эту статью расходов. Со временем не только размеры, но и значимость дирижаблей росла. В 1928 году был построен один из самых больших и знаменитых дирижаблей под названием «Граф Цепелин», который совершил кругосветное путешествие всего с 3 посадками для дозаправки. Дирижаблю удалось за 20 дней преодолеть 34 тысячи километров. Длина гиганта составляла 237 метров. На борту было 3 мотора по 530 литрам, каждый, которые функционировали на специально разработанном газе. Максимальная скорость составляла 115 км в час. Стоит отметить, что уровень комфорта воздушного судна значительно превосходил самолеты тех времен. Поскольку пассажиры могли путешествовать в комфортабельных двухспальных каютах, был ресторан с хорошей кухней, а также прогулочная палуба. Летом 1931 года граф Цепелин пролетел над частью Арктики с научными целями. А вскоре дирижабль приступил к выполнению относительно регулярных пассажирских рейсов в Южную Америку, которые продолжались до 1937 года. Хороший толчок к бурному развитию дирижаблестроения дал немецкий изобретатель Фердинанд фон Цепелин. Его воздушные суда использовались не только в мирных, но и в военных целях в начале Первой мировой войны. Такие дирижабли имели чрезвычайно легкую конструкцию и вытянутую сигарообразную форму. Казалось, что они будто плывут по небу, не затрачивая никаких усилий. Длина моделей достигала 140 метров, а максимальная скорость полета около 80 км в час. Дирижабли могли преодолевать значительные расстояния и перевозить тонны грузов, в том числе использовались для перевозки бомб в военное время. Например, если сравнивать их с самолетами тех времен, которые редко могли перевозить больше 5 бомб, дирижабли значительно выигрывали, поскольку могли брать на борт сразу несколько тонн бомб. Кроме того,
Дирижабли использовались не только в качестве бомбардировщиков, но и проводили разведку и фотосъемку расположения вражеских войск. Стоит отметить, что они обладали значительной разрушительной силой. К примеру, только один такой дирижабль в 1914 году во время бомбардировки германскими войсками города Антверпен повредил более 900 домов, 50 из которых были полностью разрушены. Вскоре дирижабли научились сбивать специальными зажигательными снарядами. Поэтому их начали использовать в основном в мирных целях, например, для транспортировки грузов, перевозки людей, а также для проведения различных рекламных акций.